всех рад приветствовать на канале Пап Купи. Здесь мы снимаем обзоры на различные игрушки и гаджеты, которые могут быть полезны вашему ребенку, и вообще помогаем ориентироваться в мире игрушек для современных детей. Так, конечно же, в своих обзорах мы не могли обойти вниманием такого производителя, как компания Mattel и их серию Hot Wheels. Это такая серия маленьких вот таких машинок. Ну, сейчас уже есть и вполне себе полноразмерные модели, и 1 к 14 и так далее. Но начиналось все вот с таких вот машинок. Конечно, коллекционеры собирают в первую очередь машинки, потому что все машинки, они здесь коллекционные. То есть вот как вы видите, здесь написано, что это первая машинка из коллекции 1 из 5. Вот, но ребенку в первую очередь, помимо коллекционирования, конечно же, будет интересно, как эти машинки ездят, и это, в общем, развивает у ребенка понятие об инерции, об ускорении и так далее. То есть ребенок строит вот такие треки, чтобы машинка его проходила, возвращалась, грубо говоря, обратно в руки. То есть трек такой строится, может быть построен закольцованный. Но это все, что касается пользы. Помимо всего прочего, эти машинки очень популярны во всем мире, и не будем скрывать, распаковки этих машинок набирают большое количество просмотров. Мы, конечно, на старте нашего канала хотели бы больше подписчиков и больше просмотров, поэтому, наверное, 3 раза за ролик я сегодня попрошу вас подписаться, поставить лайк и, возможно, поставить какой-то комментарий, потому что помимо того, что это, ну, то есть YouTube обращает на наш канал внимание, начинает каким-то образом продвигать наши видео, это в первую очередь еще и стимулирует нас снимать различные ролики. Потому что на старте у нас нет никаких спонсоров, мы все приобретаем за свои деньги, но с другой стороны это позволяет нам снимать какие-то более объективные обзоры, скажем так, говорить впрямую о минусах, о плюсах той или иной игрушки, о цене и так далее. Итак, первую распаковку Hot Wheels на нашем канале мы решили начать не просто с рандомного набора машинок, а мы сегодня будем распаковывать прям целую коллекцию. Коллекция небольшая, всего серия состоит из 5 машинок. Эта серия называется Forza Motorsport. Вот такая серия. Сейчас мы их распакуем каждую и, наверное, попробуем даже протестировать с точки зрения их ну так, пригодности, скажем так, использования на треке. Вот здесь мы собрали небольшой такой тестовый стенд. Потому что зачастую машинка, если она не из серии для треков, она может даже не помещаться вот в этот базовый, скажем так, базовый пускатель. То есть она просто туда не проходит по ширине. Итак, Hot Wheels, серия Forza Motorsport, первая машинка из коллекции. Это Land Rover Defender Double Cab. Вот такая интересная машинка. Давайте, наверное, вскрывать. Функций здесь сзади никаких не указано. Указаны только сколько машинок в серии, как они называются. Больше здесь никаких функций нет. Ну что, давайте вскроем варварским способом эту машинку и посмотрим на нее поближе. Вскрываем блистер. Итак, вот такая машинка. Ну, довольно легкая, и кажется, что вся она из пластика. Ну что, давайте более подробно и пристально посмотрим на эту машинку. Итак, Land Rover Defender Double Cab. Double Cab — это значит, что здесь вот такой вот отсек, как у пикапа. Есть и 4 двери. Кажется, ну, то есть машинка легкая, кажется, что она полностью сделана из пластика. Но верх все-таки металлический, дно пластиковое. Вот такие интересные диски стилизованные. Как обычно, плохо проработана, вернее не проработана, а прокрашена передняя часть. То есть обозначены фары, обозначены поворотники, противотуманки, лебедка, но, к сожалению, здесь нет абсолютно никакой краски. Если бы, я думаю, что если капнуть немножко белой краски на вот эти фары, совсем выглядело по-другому. То же самое и с обратной стороны. То есть здесь есть какие-то формы, но никак это все не прокрашено. Есть обозначен шноркель. Декали по обеим сторонам, фендера, такое тонированное стекло, логотипы Forza Motorsport, логотипы Xbox.
Вот такая интересная машинка. Ну что, давайте покрутим ее под красивую музыку на нашем стенде. И потом попробуем запустить ее на нашем треке. Дальше давайте вскроем, наверное, вот вторую машинку из серии. Да, номер 2. Что у нас? У нас это Acura NSX. Такая красивая она здесь на картинке. Функций тоже у них здесь никаких нет. Итак, вскрываем блистер. Что мы видим? Ну, здесь хотя бы вот проработан логотип Acura. Я надеюсь, вам видно. Давайте сейчас зафиксирую фокус. Хорошо проработан логотип. Проработан логотип Forza Motorsport. Также есть логотип Xbox на боку и логотип NSX. Вот такие вот совсем обыкновенные, в общем-то, диски. Вот опять же, смотрите, да, то есть абсолютно не прокрашены фары сзади, не прокрашен логотип, хотя вот впереди на логотипе есть вот немножко серебряной краски и выглядит это уже совсем по-другому. Идентично машинка выглядит слева и справа, такие боковых стекол нету, переднее стекло такое притонированное. В общем-то проработан салон. Вот. Претензий, ну скажем так, каких-то таких особенных нет, то есть обычная такая ничем не выдающаяся серия, но конечно очень интересные декали, стилизованная серия. Понятно, что все эти машинки из одной серии, из одной коллекции. Вот здесь есть немножко какие-то наплывы, но как бы, ну вот да, вот если бы фары были красные, было бы, смотрелось бы это уже совсем по-другому. Перед, ну вот фары тоже просто белые, то есть в тот же цвет, как и весь кузов. Вот такая машинка. Неплохо она едет, легкая. Верх металлический, такая матовая краска. Приятная такая на ощупь машинка. Давайте тоже покрутим ее под красивую музыку на нашем стенде. Посмотрим на нее более пристально и потом запустим на нашем тестовом треке. Итак, третья машинка из коллекции. Audi RS6 Avant. Вот так она классно выглядит на картинке. Ну что, давайте вскроем, посмотрим на нее более пристально. Вот такая машинка. Вот смотрите, здесь проработаны, прокрашены задние фары, или это наклейки. Да, это наклейки, проработан номер. И смотрите, зад уже смотрится совсем по-другому. То есть логотип, есть название модели, номер. И машинка смотрится уже совсем по-другому. На боку тоже логотип Forza Motorsport, логотип Xbox. Интересный такой рисунок. Вот. Но при этом, вот смотрите, перед абсолютно не проработан. То есть логотип, есть название модели, но почему-то фары просто обычные белые. Все стекла, люк, все притонированное. Салон тоже весь полностью проработанный. Верх металл.
Проработанное дно. Ну, как проработано? Ну да, есть вот выхлопная система. Audi RS Avant 2017 Mattel Hot Wheels. Вот такая интересная машинка. Гораздо интереснее, чем предыдущий, за счет того, что больше проработано частей. То есть фары, проработаны номера, проработан логотип. Очень такая интересная машинка. Неплохо она едет. Давайте покрутим ее на нашем стенде. И потом запустим на нашем тестовом треке. Посмотрим, как она едет. Идем дальше. Следующая у нас машинка, четвертая из 5. У нас это Ford Shelby GT 350. Так шикарно он выглядит на картинке. Функций у него тоже здесь никаких не заявлено. Ну что, давайте вскроем, посмотрим на него, как он выглядит. Вот такой спортивный автомобиль. Вот опять же, смотрите, абсолютно не прокрашена никак передняя часть, не прокрашена задняя часть, и сразу это выглядит уже гораздо проще, чем у предыдущей Audi. То есть здесь нет ни номера, ни прокрашены фары и так далее. Есть декали на боку, на обоих. Есть логотип Xbox, Forza Motorsport. Боковых стекол нет, проработан салон, тонированные стекла. Вот такие, на мой взгляд, совсем обычные диски. Дно проработано. Есть какое-то подобие выхлопных труб. Ford Shelby GT 350R 2015 Mattel Made in Malaysia. Такой вот автомобильчик. Неплохо, кстати, он едет. Давайте посмотрим на него на нашем стенде. Итак, идем дальше. У нас осталась последняя машинка, пятая из коллекции. И у нас это Porsche 934 Turbo RSR. Так шикарно он выглядит на картинке. Его прототип из игры. Давайте вскроем, посмотрим, как эта машинка выглядит в версии Hot Wheels. Открываем, достаем. Проработано более или менее дно. Made in Malaysia, Porsche 934 Turbo SRS Hot Wheels. Интересно, много здесь вот таких проработанных деталей, антикрыло. Но и за счет того, что ничего не прокрашено, ни фары, и ничего, ну, перед смотрится. Хотя здесь вот смотрите, как интересно. То есть вот на картинке вот эта часть, она черная, здесь она просто белая. То есть как-то можно было поворотники обозначить. Ну, в общем, как обычно, Hot Wheels немножко обленились. Тоже не прокрашены задние фары. Никак это все дело здесь не обозначено. Такие интересные диски. Диски вроде бы обычные, но они почему-то сюда очень подходят под вот это расширение. То есть они, наверное, все-таки вот в стиле машин того времени. Никак не обозначены фары, но при этом обозначен логотип Porsche, логотип Xbox обозначен. Интересные такие декали на боках.
Вот здесь логотип Xbox. Боковые стекла присутствуют, все стекла притонированы, но при этом там есть подобие салона внутри. Такая интересная машинка. Итак, вот у нас есть такой импровизированный трек. Сейчас мы на нем попробуем протестировать все машинки из коллекции Forza Motorsport. Но для начала, для того, чтобы понять вообще, чем отличается машинка для трека и машинка не для трека, вот у нас есть вот такая машинка из серии именно для трека. На ней есть вот такой логотип с треком. Такой же логотип есть на дне машинки. То есть вот такая машинка Forward Force 2019. Чем она отличается? У нее пластиковый верх и металлическое дно. То есть, возможно, для того, чтобы она лучше ехала, то есть ниже центр тяжести, возможно, она за счет этого лучше едет именно по трекам. Давайте попробуем ее запустить и потом посмотрим все остальные машинки из коллекции. Смотрим, как это все сейчас поедет. Машинка, скорее всего, улетит со стола. Итак, запускаем. Ну да, как вы видели, она отлично проходит петлю. Ну что, давайте попробуем протестировать машинки из коллекции Forza Motorsport на пригодность их игры с треком. Давайте, первая машинка у нас была из коллекции, это Land Rover Defender, но что-то мне подсказывает, что он даже не поместится в базовый выпускатель. Он помещается в трек, но не помещается в базовый выпускатель из-за того, что у него очень широкие колеса. Отставляем его в сторону и идем дальше. Дальше у нас была Acura NSX, такая довольно аэродинамичная машинка, должно все прекрасно получиться. Так, заряжаем пускатель, ставим машинку, держим все и запускаем. Ну, неплохо. Я думаю, что при нескольких попытках она должна пройти, в общем-то, мертвую петлю. Идем дальше. Дальше у нас идет Ford Shelby. Он отлично помещается в трек, отлично помещается в пускатель. Взводим пускатель. Держу петлю, держу пускатель, потому что стол очень скользкий. И старт. Ну, немножко не хватило мощности пускателя, но я думаю, что при нескольких попытках все прекрасно получится. Дальше у нас идет Audi RS6. Заводим пускатель. Отлично помещается в трек, отлично помещается в пускатель. И пробуем ее запустить. Ну да, немножко не хватило мощности пускателя, но в целом, мне кажется, все получится. Идем дальше. Дальше у нас Porsche. В трек он помещается, а в пускатель он не помещается, к сожалению. Давайте попробуем взять другой пускатель. У нас есть еще вот такой пускатель. И сюда вот он помещается. То есть с ним отлично можно будет устраивать групповые заезды. Да, сюда он помещается. Ну что, тогда не будем его тестировать на мертвой петле, потому что в базовый пускатель он не помещается. Пока я делал эти тесты, мне из коллекции попалась еще одна такая машинка. Это машинка не из коллекции Forza Motorsport, она из какой-то другой коллекции, стоит у меня на полке. Смотрите, да, они очень похожи. Тоже здесь хотя бы проработаны фары, проработаны декали, есть логотип Lamborghini. Здесь тоже есть декали и логотип. Есть логотип Lamborghini на антикрыле, но тоже также не прокрашены задние фары. У нас это Lamborghini Huracan. Она не имеет никакого отношения к коллекции Forza, но смотрите, то есть я еще подумал, ничего ли нам это
не напоминает. Мне кажется, абсолютно одинаковая покраска. Такого же, мне кажется, цвета декали. Единственное, что здесь диски, но диски здесь поинтереснее, они интереснее у самой машинки, у самой Lamborghini. Ну что, на этом, наверное, первую нашу распаковку машинок Hot Wheels мы завершаем. Это была распаковка, небольшой тест и обзор. Еще раз я вас попрошу, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, оставьте комментарий и, конечно же, совсем несложно нажать на кнопку подписаться, а нас это стимулирует на съемку новых видеороликов. У нас еще много интересных игрушек, много интересных тем. Безусловно, мы попробуем все это снять и рассказать вам, как это все выглядит на самом деле и стоит ли своих денег. Вот, на этом наш обзор завершается. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.